Всем привет, ребята! Добро пожаловать в третью часть рубрики «Вопросы от подписчиков» по игре Whiteout Survival. Шоу, где вы спрашиваете, а я пытаюсь не сойти с ума, отвечая вам на вопросы. Спасибо каждому, кто засыпал меня вопросами, серьезными, странными и даже философскими. А теперь к важному. Наш розыгрыш уже дышит мне в затылок. Чтобы он наконец стартанул, осталось совсем чуть-чуть. 160 добрать в телеграм-канале и менее 100 подписчиков на YouTube-канале. Так что если ты до сих пор смотришь меня втихаря без подписки, знай, мне уже снится, как я тебе напоминаю это каждую ночь. Подпишись и сделай доброе дело. А еще лучше и другу покажи. Или бабушке. Бабушки, кстати, тоже тащатся от Without Survival. Проверено. Кто играл со мной на 649 сервере, тот понимает, о чем я говорю. Ну что, хватит болтать и погнали отвечать на ваши вопросы. Перед тем, как начинать нашу третью часть с вопросами, хочу сделать маленький анонс. Вчера наша администрация выставила пост, который я вам скидывал в чате телеграм-канала. Нас ждет небольшой апдейт в игре. Есть несколько пунктов в этом обновлении. Но один из важных – это то, что нас в игре ждет новый полярный ужас. Как вы знаете, у нас в игре на сегодняшний день 7 уровней полярных ужасов. Но в ближайшее время нас ждет 8 уровень. И кто знает, какие награды нас там будут ждать. Возможно, администрация добавит шансовый показатель получения общего мифического фрагмента героя. Но в любом случае, наша задача просто дожидаться апдейта, который, как понимаю, будет в ближайшее время. А если добавят новый вид полярного ужаса, то, думаю, через пару месяцев мы увидим морозного хамелеона, одним из питомцев в нашем арсенале. Кстати, кто не видел мое видео про питомцев, я его выпустил буквально неделю назад. Кто его еще не видел, я оставлю ссылку в закрепленном комментарии под этим видео. А теперь давайте перейдем к вопросам. Я собрал несколько новых вопросов, которые вы периодически задаете мне и участникам нашего чата. И давайте их с вами сейчас обсудим. И первый вопрос звучит следующим образом. Как оперативно набирать 50 помощи в течение дня при убийстве полярных ужасов? Я думаю, вы стали замечать, что бывает достаточно сложно набрать 50 из 50 помощи за присоединение к рейду на полярный ужас. А в моем случае на потрошителей, мероприятие, которое проходит сегодня у меня. И тут я нашел способ, как это сделать быстро и комфортно. Я думаю, вам всем знакомо это меню с автоматическим присоединением к рейдам. Давайте разберем, что у нас тут есть. Мы видим два пункта. Первый пункт – это все войска, использование героев автоматически. Если выбран этот пункт, то все ваши солдаты будут вступать в рейды с теми героями, которые есть в городе. Будет выбрано 3 самых сильных. Присоединиться могут все свободные очереди. Второй пункт – это использование формации. Более интересный, и у него есть 2 вариации. Итак, вы можете назначить условного героя Патрика, что может привести к меньшему количеству раненых, и выбрать лимит в присоединении 99 тысяч войск, по 33 тысячи на каждый вид войск. В таком случае, если в вашем городе не будет Патрика, то автоматическое присоединение не будет работать. И вторая вариация, она моя любимая. Я в этом же меню удаляю всех героев из формации и выставляю только 99 тысяч солдат. Что мне это дает? Все просто. Пока у меня есть свободные марши, они могут присоединиться автоматически к рейдам. Именно эта фишка помогает мне набрать 50 из 50 присоединений до того момента, как я проснулся. Дальше мы с вами видим лимит очереди. Он позволяет ограничить количество свободных маршей для присоединения. Например, в дни убийства зверей, в период мероприятия СВС. Если вы хотите, чтобы один отряд у вас всегда был свободен, просто укажите в текущем меню, сколько отрядов может находиться у вас на охоте. И раз мы с вами обсуждали полярных ужасов, давайте перейдем к следующему лайфхаку. Атака на поляров с одним солдатом. Вы часто спрашиваете, как сэкономить время, когда приходится делать огромное количество поляров во время мероприятия СВС, либо мероприятий от администрации. Для этого есть небольшой лайфхак. Когда вы создаете рейд на поляра, вам необходимо в формации установить только одного солдата, а именно одного пехотинца. Почему именно его? Потому что, как вы знаете, пехота первая принимает на себя удар и попадает в медпункт, так как у вас всего один пехотинец. Именно он попадает туда. После атаки на поляра у вас в марше не остается ни одного солдата. Герой из марша автоматически возвращается в город и будет готов к новым рейдам. И следующий вопрос, я бы даже сказал лайфхак, которому вас сегодня хочу научить, звучит следующим образом. Как вы все знаете, наша задача на ежедневной основе заходить в магазин Альянс и ознакомливаться с ежедневными покупками, которые доступны нам в магазине. Подписчики периодически спрашивают, как можно больше получить жетонов Альянса на ежедневной основе. И как вы все прекрасно знаете, что основной источник добычи жетонов является следующие мероприятия. Ловушка на медведя, безумный Джо, мобилизация Альянса и вклады Альянса. Конечно же, не стоит забывать про триумф активности, где вы должны забирать фишки на ежедневной основе. Я стараюсь в этом магазине брать на максимум из покупок. В недельном магазине Альянса я стараюсь каждую неделю забирать пропуск переноса, персональный сундук с материалами для улучшения питомцев, очки VIP и телепорты по скидке. И если после этого у меня остаются жетоны Альянса, то я стараюсь брать корм, так как он всегда не бывает лишним. Я вас хочу научить одному лайфхаку. Кто его не знает, то попрошу поставить лайк.
Только честно, так как данную фишку мало кто знает. Мы с вами переходим к ловушке медведя. И видим, что сейчас у меня происходит ее стройка. И для чего же мы это делаем с участниками Альянса? Все просто. Сверху слева вы видите шкалу лимита, которая составляет 2000 жетонов. Вы их можете получать на ежедневной основе за стройку. Кто-то скажет, что это мало, всего лишь 2000 фишек. Но, ребята, данная игра состоит из мелочей, и наша задача стараться брать из нее максимум. Так как если так делать в течение месяца, то это 60 тысяч жетонов, а это небольшой бонус, который можно использовать на тот же корм. Делать вы это или нет, это уже ваше право. Но я думаю, часть аудитории воспользуется этой фишкой и будет делать эту стройку каждый день. Вы должны понимать, что если вы улучшили вашу ловушку на максимальном уровне наконечниками, то они никуда не пропадут, если вы уберете ловушку и затем построите ее заново. Так что давайте подытожим, что вам необходимо делать. Ваша задача, если вы хотите пользоваться этим лайфхаком, написать вашему R4 с просьбой снести ловушку, а затем построить ее заново. Можете убрать и строить 2 ловушки одновременно. И строить надо до тех пор, пока у вас не будет лимит накопления жетонов, который составляет 2000 в сутки. Если вы думали, что это единственный лайфхак с жетонами Альянса, то нет. Переходим ко второму лайфхаку. Как вы все знаете, у нас в последнем обновлении появилась новая функция в ультраценной карте на месяц. Возможность использовать функцию автопомощи. Функционал многие уже оценили. Но что делать игрокам, которые не берут данную карту? Вы же знаете, что у нас есть возможность в день собирать дополнительно 2000 фиш в разделе помощи участникам Альянса. И как же закрывать данную функцию, если всю помощь оказывают участники Альянса с данной картой, если они в сети? Вы в курсе, что в игре добавили функцию «Белый список». И по этой причине вы можете выходить с Альянса и возвращаться сразу в него при необходимости. И не нужно ждать запроса от руководителей Альянса. Я делаю следующим образом. Перед сном я выхожу с Альянса и захожу в те Альянсы, в которые я могу вступить без одобрения руководителей, как на примере вот этого. Итак, в списке своего сервера я нахожу все Альянсы для набора дополнительных фишек с функцией помощи участникам Альянса. После того, как вы выполнили данную функцию, вы возвращаетесь в Альянс. Не забудьте проверить все ваши регистрации в условный чемпионат Альянса, либо ту же литейную. По итогу я вам показал 2 лайфхака, где в день вы можете получать 4000 жетонов. Если вы хотите, чтобы я и дальше вам показывал такие маленькие лайфхаки, то обязательно напишите об этом в комментариях. Следующий лайфхак, который мы с вами сегодня обсудим, это использование энергии губернатора. Мы с вами сегодня уже обсудили, как можно оперативно проводить свои ралли на полярных ужасах. И теперь немного поговорим с вами про энергию. Иногда участники чата в телеграм-канале спрашивают, если на аккаунте накопилось в данную минуту условный максимум в виде 200 энергии, но у вас уже Патрик готов вам выдать на складе 120 энергии, то она упадет в рюкзак, либо будет суммироваться. Отвечая на ваш вопрос, что нет. Вы будете на персонаже иметь 320 энергии, которые у вас не будут накапливаться дальше, так как есть лимит в виде количественного показателя 200 единиц. Касательно предоставления энергии на складе, она вам предоставляется 2 раза в день. В 12 UTS и сразу после старта в 00 UTS. В большей степени подписчики спрашивают про энергию губернатора из-за мероприятия «Престиж наемника». Я вам ранее снимал информацию про данное мероприятие, и кто смотрел данное видео, тот в курсе, как можно провернуть с энергией, чтобы не использовать ее с рюкзака и стараться на максимум выполнить мероприятие без ее затрат оттуда. Вы знаете, что в этом мероприятии необходимо большое количество энергии, так как ваша задача пройти 50 этапов, где необходимо потратить 1250 энергии. И тут я вам хочу дать совет, но не у всех будет такая возможность, так как у многих из вас время рестарта – это глубокая ночь. Но все же, если вы видите на календаре, что у вас на следующий день стартует данное мероприятие, то вы можете копить энергию губернатора с предыдущего дня. В 12 УТС у вас будет доступно на складе 120 энергии. Вы ее не трогаете, а проходите только вечерние миссии на маяке. И тем самым копите энергию, ближе к 200. За пару минут до рестарта, а я напоминаю, если у вас есть такая возможность, то вы ее забираете. И тем самым вы начинаете мероприятие с 320 энергии, которую вы быстро используете в текущем мероприятии. Сделав так, у вас будет возможность использовать меньше энергии с рюкзака в текущем мероприятии. И теперь давайте перейдем к следующему вопросу, который звучит следующим образом. Периодически подписчики спрашивают, как лучше поступить? Улучшать 2 героя на 4 звезды, либо одного героя на 5 звезд. Мы не будем с вами сейчас внедряться в подробности в разрезе какого-либо поколения, а просто обсудим ситуацию, что у вас возникла такая ситуация и как лучше поступить. На самом деле это приятные хлопоты.
но надо сделать правильное решение. Вы должны понимать следующее. Если вы собираетесь прокачивать какого-либо героя, то вы должны прокачивать его минимум на 4 звезды, либо не прокачивать его вовсе. У меня есть герои, которые у меня не прокачаны, а некоторые прокачаны на 1-2 звезды, так как в моем 8-м поколении падают осколки героев 6-го поколения и ниже, с различных мероприятий. Но перед старом какого-либо из поколений я всегда предварительно делаю анализ, прокачивая того героя, которым посчитаю удобным в своем развитии. Осколка, как вы знаете, необходимо 475 штук, для того, чтобы прокачать одного героя на 4 звезды, и 1075 на 5. Разница, как вы понимаете, колоссальная в количественном показателе фрагментов. Но я вам хочу дать совет. Если у вас сложилась такая ситуация, что вы из нового поколения хотите прокачать 2 героя на 4 звезды, либо одного на 5, то, конечно же, делайте 2 героев на 4 звезды, так как вы сделаете программу минимум. Откройте все навыки персонажа на максимальный 5 уровень, что является одним из важных атрибутов для успешного развития вашего героя. Все дальнейшие улучшения, которые вам будут доступны за 100 фрагментов за один лепесток, будут вам повышать сугубо статы. Да, это важно, не спорю. Есть определенные герои, которые необходимо прокачивать на 5 звезд. Но если в разрезе одного поколения вы сделаете 2 нужных для вас героя на 4 звезды, это будет правильное решение. И теперь переходим к следующему вопросу. Довольно-таки часто ребята спрашивают касательно фарм-аккаунтов. Есть ли их целесообразность на поздних этапах игры? В целом я могу сказать, что есть. И давайте теперь объясню почему. Лично на моем примере, при появлении пехоты 11 уровня, я начал замечать, что количество ресурсов в моем рюкзаке тает на глазах. Да, я стараюсь пополнять ресурсы на СВС, стараюсь атаковать города других участников, с надеждой на то, что у них есть ресурсы, не под защитой. Как на примере последнего СВС, где у меня удалось получить немалое количество угля. Но все же, при появлении копейщиков 11 уровня на следующей неделе означает то, что мне придется еще больше использовать ресурсов для лечения войск. Так что ресурсы с фермы, которые у меня есть в малом количестве, все же помогут немного пополнить мне свои ресурсы. Но основной функционал ферм по-прежнему мне остается для мероприятия «Безумный Джо», где я использую фермы для получения большого количества очков в текущем мероприятии. Кто не в курсе, как это делать, то напоминаю, что у меня есть ролик про мероприятие «Безумный Джо», где вы можете ознакомиться с этим лайфхаком. Если вы после просмотра данного ролика захотите создавать для себя ферму, но задались вопросом, какого уровня необходимо ее прокачивать, то я вам сейчас постараюсь помочь. Мой количественный показатель войск при отправке под бафом ориентировочно составляет 195 тысяч войск. Значит, в моем случае мы заходим в посольство и видим, что на 20 уровне вместимость в гарнизоне составляет 195 тысяч войск. Значит, моя задача минимум сделать 20 уровень фермы, чтобы пускать все мои войска в подкреплении. Но в целом, чем лучше будет прокачана ферма, тем лучше. Но выбор остается за вами. Усиленно прокачивать ферму или нет. Теперь давайте перейдем к следующему вопросу. Я часто сталкиваюсь с вопросом, что лучше делать, обучать новых солдат, либо переобучать существующих. Давайте поделим этот вопрос на несколько этапов. Первый этап. Вы только развиваете свой город и находитесь на уровне топки 20-26. В данном промежутке времени вам необходимо максимально усердно работать над увеличением своей армии. На 26 уровне у вас открываются Т9 солдаты. И теперь, если вы набрали армию 500 тысяч, то можете начинать переобучение. Теперь ваша задача переобучить с 1 по 8 тип на 9 уровень войск. 9 уровень войск с вами будет до 29 уровня топки включительно. А с приходом 30 топки у вас откроются войска 10 уровня. И тут бы вам посоветовал комбинировать обучение с переобучением. Почему так? Да все просто. Это один из моих любимых способов набирать очки на КОИ либо СВС. Особенно когда КОИ совмещается с тираном. И можно получить еще больше бонусов. Таким образом, когда вы открыли 30-ю топку, то вне ивента вы качаете войска 10 уровня, а во время ивентов на обучение войск либо специальных дней КОИ, СВС и сражений альянсов вы переобучаетесь с 9 уровня на 10. Теперь мы с вами перейдем ко второму этапу этого вопроса. Вы уже привыкли получать хорошие очки на мероприятии, но 9 уровня войска закончились. Поздравляю! Значит, начинаем новый этап. Надеюсь, на этом моменте у вас достаточно войск для всех необходимых событий. Потому что теперь можно снова начинать изучение войск 9 уровня, а во время ивента снова переобучать на 10. Некоторые сейчас подумали, почему я обучаю войска 8 уровня. А если вы хотите узнать, по какой причине я это делаю, то вы можете посмотреть в моем телеграм-канале касательно переобучения. И там вы получите ответ на свой вопрос, почему я это делаю. Так что заходите в мой телеграм-канал, там будет полезна для вас информация. И напоследок мы с вами поговорим о трансфере. Это самый частый вопрос, который мне задают в телеграм-канале. Когда следующий трансфер? Вы должны понимать, регулярность данного мероприятия очень специфична. Стандартно оно проходит каждые 4 либо 6 недель. Редко, когда мы знаем дату следующего трансфера. Также до объявления трансфера оно не отображается в календаре. Сам ивент начинается в воскресенье, а в четверг приходит уведомление о том, что будет трансфер и какие будут группы. Так что обязательно следите за письмами, особенно в период стадии подготовки СВС по четвергам. Именно в этот день чаще всего приходит письмо с анонсом трансфера. Ну что, ребят, на сегодня все. Спасибо за ваши вопросы. Если ваш вопрос не попал в выпуск, не переживайте.
Я все вижу и все читаю. И, возможно, именно ваш вопрос засветится в части 4. Не забывайте, до розыгрыша осталось чуть-чуть. 160 подписчиков в Телеграме и меньше 100 подписчиков на YouTube-канале. Подпишись, позови брата, друга, соседа и даже того странного парня из Союза. Пусть он тоже участвует. Призывы ждут, а я, как всегда, рад вашей активности, лайкам и комментариям. Пишите, что думаете, предлагайте идеи, либо просто пишите, чтобы пообщаться. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.